Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Если задаетесь вопросом, какой у меня сегодня план на игру, то, как бы это сейчас ни звучало, план довольно-таки простой, но довольно-таки сложный в реализации. Хо-хо-хо. Так, раз мне пришло 2 гоблина-убийцы со старта, то это означает, что верно, это сегодня я буду пытаться собрать гоблинов-мехов через легендарные дубликаты. Ну, тут есть как бы 4 реликвии, которые бы мне были необходимы по этой катке. Вот смотрите, есть же залкиры, как бы гоблины, которые дают плюс 4 монетки за каждые 20 сверху. Есть минер, есть шаманчик, в принципе, есть квапа, есть тролль. Короче, легендарок здесь вполне достаточно, на которых я смогу сыграть и реализовать свой всемогущий план. Поэтому верим, верим. Я надеюсь, что бог рандома ко мне сегодня повернется передом, а не своей пятой точкой к моему лицу. Потому что что-то как-то... Что-то как-то слишком хорошо идет со старта. Вот в действительности. 2 убийцы, 2 меха сейчас. Я удивлюсь, если на 3-м раунде ко мне придет гоблин-убийца в двойку, и мне придет еще один мех. Резачок. Это прям будет вот сверхразум какой-то. Вот просто я богу рандому возьму и руку пожму. Может, это сегодня в действительности моя катка будет. Не знаю, посмотрим. Единственное, что меня здесь смущает, вот жестко смущает, это то, что здесь есть гнездо Мамора. Как мы прекрасно знаем, это метод для манки-кингов, антимагов, из-за того, что есть гнездо Мамора. Это Серьезно? А так можно было? Дай другой артефакт. ХПшка подойдет. Вы гляньте. Я только заикнулся про халявные роллы, и мне приходит мех. Это прям нечто какое-то. А давай на 4-м раунде ко мне сейчас придет гоблин-убийца в двойку. Давай? Надеюсь, что так оно и будет. В общем, легендарные дубликаты, гоблины-мехи. Погнали. Золотые роллы, все как мы любим, все будет красиво, все будет идеально. Но, надеюсь, конечно. Надеюсь. Я в это верю. Я исконно, истинно верю в это. Я, кстати, возьму уровень, поставлю панду, наверное. Да. Поставлю панду, может быть, у меня там, знаете, у меня будет небольшая... Ну, кстати, барабан войны мне нужен. Немножко сбиваюсь с мысли, потому что мне как бы приходит такой вот ролл. В общем. Ах ты ж падло. Тинкера в двойку нашел. И ститган там себе нашел. О, резачков. Ну, короче, будет, я так понимаю, не совсем легкая игра, как и планировал. Но, в принципе, и ладно. Я люблю, когда такая, знаете, каточка довольно-таки потная. Можно там раз придумывать несколько стратегий. 10 раз перестроиться, 10 раз переобуться. Ну, то есть, все как мы любим. Вот это вот я тоже люблю. Обожаю прям. В общем... Чтобы играть через легендарные дубликаты, мне будет кровь из носа необходимо следующее. Это много барабанов войны. Как минимум 3 штуки мне необходимо. Почему 3 штуки? Это потому что у меня сразу будет плюс 90 маны со старта. Естественно, под дубликатов это будет инкастовые способности. Чего? Прикол. А у меня есть идея. Ничего, кстати, продам. У меня есть гениальная идея, смотрите. Если сейчас ко мне придут 2 цветки, я оставлю 2 фур, 2 цветки, придет тренд, соответственно, 2 трендов поставлю. И дальше буду играть именно от дубликатов. Но, как только ко мне придет гоблин-мех, я, соответственно, что? Верно, ну, гоблин-мех, я имею в виду минер. Как только придет ко мне минер, то я сразу, знаете, что буду делать? Верно, поставлю золотые роллы. Это мы посмотрим. Это мы, конечно, сейчас еще посмотрим. Но то, что ко мне вот такой вот старт хороший пришел, я прям удивлен. Вот реально удивлен. Фурион со старта в двойку довольно-таки неплохо душит. Это прям как змейка в 2 звезды. Да даже змейка в единицу будет довольно-таки жестко душить. Но вот Фурион в двойку, еще бы одного Фуриона... Так, ребята, это, походу, будет то, что я думаю. Это будет сегодня китайская мета у нас. Будем по китайским традициям играть. Жалко, конечно, гоблин-убийца не апается, но ничего страшного. Ничего страшного мне и такое устраивает. Главное, чтобы сейчас тренд 2 звезды пришел. А вообще, пусть у меня будет 2 фуриона в 3 звезды. Вот это вот я хочу. В общем, почему я говорю, что здесь немного опасно играть через дубликаты? Во-первых, из-за того, что это метод для манки-кингов и антимагов всяких, для инсектоидов и тому подобное, но больше всего я переживаю за манки-кингов и антимагов. Если же там будут антимаги и манки-кинги в 3 звезды через гнездо Мамора, то это, естественно, для меня очень плохие новости. Они плохие тем, что, ну, я думаю, так прекрасно вы понимаете, как будет жестко палка работать против моих триллионных дубликатов. Это прям будет то, что вот не хочется встречать от слова совсем.
Ну, я все-таки, знаете, ну, вот среди... Серьезно? А ну, панда, иди погуляй. Панда, сегодня не твой день. Я выбираю трентуху. Трентуха будет хилить. Это прям то, что доктор прописал. Плюс это мехи у меня немножко. Так, ребята, все, я понял. Походу, сегодня будет китайская мета. Сегодня будет, скорее всего, китайская мета. Очень надеюсь, что мне придут две цвета. Очень на это надеюсь. Китайская мета, вот со старту, вот реально со старта китайская мета работает на 155 тысяч %. Жалко, кстати, что здесь нету мастерской бумы. Короче, больше всего я опасаюсь это гнездо Маморы. Но была бы здесь реликвия, мастерская бума, то я бы ее взял. И смог бы предметы первого тира переделать в предметы второго тира. Не факт, конечно, что нужные предметы второго тира бы мне упали, но надеюсь, хотя бы одна пара концов бы мне упала. Что происходит? Почему? Как это работает? Я, кстати, продам ЦМ-ку сейчас, поставлю гоблина-убийцу. Я как-то в гоблина-убийцу верю. Есть змейка. Хотелось бы мне, конечно, и змейку взять, потому что если собрать ее в 2 звезды, она будет довольно-таки так неплохо поддушивать. Поддушивать чисто, так, знаете, вот за горло возьмет немножечко и будет душить. Я бы, на самом деле, знаете, от какой реликвии еще не отказался? От кабанчиков. Хотя, на самом деле, если у меня будет огромедный стол, а он у меня, скорее всего, и будет, потому что мне нужно будет найти 2 фурионов в троечку, 2 трентов в троечку, поэтому будет немножечко тяжело. Реликвию Киры, жезл Киры я как-то не особо хочу брать. Как бы прикольно выглядит, но как-то не хочется брать жезл Киры. Вот не хочется и все пока что. Но это пока что. Ого. Ого. Там бог-орк будет. А бог-орк будет-то огромный. Ему упал орк-жрец. Если ему сейчас упадет гнездо Маморы, он просто закинет этого орка-жреца в гнездо Маморы и будет играть через этого орка-жреца. Ну, что ж. Я, короче, сделаю вот так. Пусть лучше у меня будет 2 фуриона. Пусть лучше будет у меня 2 фуриона. На самом деле у меня такой жесткий стол. Не передать словами, насколько жесткий. Хотя, что словами не передать? Я передам сейчас эмоциями. И вот чел этот Ашбин тоже собрал себе 2 цветки. Так. Он мне винстрик привез. Да? Я ж надеюсь, ты мне винстрик привез, или я проиграю сейчас? Сейчас мы... А, не, походу... Да, все, это мой винстрик. Это по-любому мой винстрик. Обожаю, когда такое происходит просто. Идеальный старт сейчас. Идеальный. А раз идеальный старт, то, скорее всего, это будет идеальный конец. Класс. Мне такое очень нравится. Сюда мой винстрик. Сюда. Как я обожаю такое. Еще и минус 12 дал ему в табло. На самом деле, я бы хотел выйти в 30 монет. Не знаю, я, наверное, пока попридержу коней. Возьму вот этого бога-жрицу. Будет хилить меня. Будет хилить всю мою толпу. Блин, какой кайф. Реально кайф. Мне бы сейчас еще одна цветка, и было бы вообще замечательно. Хочу цветку. Цветку хочу. Пожалуйста, бог рандома. Цветочку. Цветочку сюда на базу. Срочно. Блин, давно у меня такой старта не было. Стурт. Еще бы, конечно, одного трента в двоечку. Было бы вообще песня. Так, что по артефактам? Ой-ой-ой. Блин, короче, распродаем стол, берем кабанчиков. Быстрей! Время! Успел. Хотя на самом деле, у меня времени еще хватало на то, чтобы я сейчас цветку убрал на стол и мог бы кабанчика одного заюзать сверху. Как-никак, плюс 1 монетка была бы. Либо плюс 2. Я боялся, что не успею до старта следующего раунда. Была такая ноточка немножечко, что я испугался. Сикнул чуть-чуть, понимаете? Сикнул. Не нравится мне этот маг. Дай бог, чтоб ему посох 3-го тира не пришел, потому что я для него буду фармёшкой. Он быстренько нафармит свой посох у меня. Быстренько прям. Вот так вот по щелчку пальцев.
И все, и нафармил посох третьего тира в 20 стаков. Из-за того, что он будет моих пеньков фармить просто на обед, на завтрак, обед и ужин. Ой, чел, я тебе не завидую сейчас. Сколько ты получишь? Минус 16. Ну, это... О, давай еще одного трента. Пожалуйста. Но я пока что не буду как-то распродавать. Хотя можно было бы халявный ролл юзнуть. Сейчас контент пойдет. Все, теперь сейчас у меня будет контент. У меня единственное, что не хватает, это трента. Мне бы еще одного трента. У меня было бы сейчас 2 трента в двойку и 2 фуриона в двойку. А потом бы я потихонечку собирал бы еще трента и фуриона, чтобы они у меня в троечку собрались. И кайфовал бы на 150%. В самом деле, какие же тренты танки. И как они довольно-таки хорошо хилят. Ну, именно если так сделать. Потому что у меня тогда 3 фуриона становится. Может, дверей поставить? Там, кстати, чел, который собрал себе сейчас богиню-жрицу в двойку. Ну, такой неприятный будет. Не скажу, что он прям жестко какой-то опасен будет для меня, но он будет неприятный, скорее всего. Охотников я как бы боюсь, но я больше всего мага боюсь. Вот этот МН Кайл, он для меня прям опасный. А все остальные такое. Так, а ну-ка еще раз. Дубль номер 2. Жалко, только в этот раз у тебя нет винстрика. Я бы не отказался от него. Чтобы еще раз фармануть тебя. Блин, как же я хочу хоть раз собрать цветочку вот эту до 20 раунда в троечку. И чтобы у меня было волшебное зеркало. Как же она будет на лицо приседать. Это прям будь здоров. О, минус 22. Боже, получать такие цифры со старта, это прям, ну, очень неприятно. Я представляю их эмоции сейчас. Там же просто, уф. Если проанализировать катку, то тут я уже как бы вижу следующее. Будут маги-волшебники и будет бог-орк. Охотник, я не думаю, что доживет, у него там уже более-менее, ну как более-менее, у него все очень плохо. Чел сидит без денег, но зато почти 6 магов собрал. Но зато у него разор в 2 звезды. Это неприятно для меня. Так, Ститган. Оу, Манки Кинг. Все, понял. Ститган будет собирать инсектоидов через Манки Кинга. Это новости так себе, если честно. Меня эти новости ни грамма не радуют. Боже, вот напишите мне вот в комментарии. Вот просто возьмите сейчас, поставьте... О, так я знаю, что я буду делать. Я знаю, что я сейчас буду делать, но к этому мы сейчас чуть-чуть попозже перейдем. Сейчас, секундочку. Так вот сделаю. Короче, да, я на всякий случай возьму инсектоидов. У меня дубликаты есть? Есть. Инсектоиды мне как бы помогут держать винстрик. А потом я могу перестроиться в легендарные дубликаты. То есть, в принципе, все замечательно. Я, кстати, наверное, одного кабанчика продам, чтобы остаться в 50 монет. Ну да, пока что так делаю. В общем, напишите мне сейчас в комментариях. Вы играете вот на старте, да, вот начальная игра, средняя игра, вот до 20-го, до 25-го раунда, это еще считается средней игрой. Напишите в комменты, как вы себя чувствуете в тот момент, когда вам на лицо прилетает по минус 20. Если откровенно быть, если быть откровенным, то для меня это прям тильт. Прям как брошка. Прям как брошка, которая пришла. Так, мне надо предметы переделать, поэтому я сейчас эту гномью брошку буду переделывать и одну хпшку. Надеюсь, что мне... Да! Кайф. Мне не хватает для полного фарша, это еще одних барабанов. Все, приходят еще одни барабаны, я здесь царь этой игры буду. У меня заготовка на мои легендарные дубликаты уже есть. Смотрите, у меня 8 уровень на 15 раунде. У меня винстрик 10. Были бы у меня гоблинские монеты, вообще было бы идеально, потому что я бы уже сидел 80 монет плюс и брал бы в тупую уровень. А потом бы все эти деньги
проролял по полной программе. Фух. Единственное, что меня сейчас обрадовало, это то, что вот этот МН Кайл, он не имеет посоха 3-го тира. Был бы у него посох 3-го тира, у меня были бы проблемы. И надо, кстати, как-то сделать более-менее другую адекватную расстановку. Так как пока что все опасно. Опасно. Я, наверное, на последний раз даже их вот так вот сделаю. Сейчас все дубликаты будут появляться слева. Короче, все продумано. 7 монет уже кабанчик наспамил, отлично. Так, Стинган уже играет через инсектоидов. Это меня... Слышь? Чтоб мне так на 8 уровне приходил Манки Кинг, как тебе пришел. Отвечаю. Мне так Манки Кинг не приходил. Сейчас все такие думают. Чел, чё ты жалуешься? У тебя вот такой вот стол, у тебя вот такой вот инстрикт, ты еще и жаловаться смеешь? Минус 19, нормально. Я что-то подумал, что ему там до минус 30 прилетит. Но минус 19 тоже пойдет. Сейчас как накаркаю, у меня такой лустрик начнется. Я, кстати, кабанчика буду, наверное, распродавать и выходить в 9 уровень. Повышу себе шанс. Короче, чем быстрее я возьму 10 уровень, тем лучше для меня. Поэтому да, я буду брать уровень 9. Чем быстрее придет, тем, соответственно, будет лучше. Правильно? Правильно, естественно. Сейчас у меня на 9 раунде, на 9 уровне у меня шанс на легендарную фигуру 3%, а на фиолетовую 20%. Так, Немезис играет через... Ага, там антимажик. Это плохо. Отстань, антимажик, пожалуйста. Благо у него антимаг в единицу. Прикиньте, что было бы, если бы у него антимаг в 2 был. Он бы мне уже пол стола вынес. Я думаю, что он сейчас довольно-таки не рад, что играет на эльфах. Ой, как он не рад сейчас играть на эльфах. Сколько тебе прилетит? О, какой отцовский лящ ему прилетел. Боже. Я такую дичь сотворил. Идиот. Просто идиот, ребят. Я жесткую ошибку сотворил. Жесткую. Кстати, спектру я брать не буду. Спектру я брать не буду. В общем, я случайно... Ну, не случайно, я быстро купил этого лондруида. А еще я фигуру не выставил. Да. Но я не думаю, что мне... Хотя нет, это жесткая ошибка. Боже, я запутался немного. Сделал бяку полноценную. И проиграл свой винстрик. А могла быть каточка без поражений вообще. Могла быть. Ну, сам идиот. Сам поплатился за свою ошибку. Сам поплатился за свою дурную ошибку. Нечего провтыкивать. Нечего спать. Так. Пока что квапу ставить не буду, но квапа мне пригодится. Ой, как мне квапа пригодится. И вот так вот сделаю. Чтобы инсектоид, если что, сразу станцию накинул для какого-то там Манки Кинга. Ну-ка, пробуем. Пробуем, как сейчас будет выглядеть. Мне нужно будет сердце инсектоидов на всякий случай пока что. Фух. Ой-ой-ой. Не, ну минус 27 как-то... Ну, прилично. А давай сейчас мне на 20-м раунде приходит гнездо Мамора, я закидываю туда минера. И к 30-му раунду у меня будет минер в 3 звезды. И я надеюсь, что, конечно, у меня получится еще одного минера собрать в 2 звезды. И будет прям песня. Ой-ой-ой. Там очень неприятный инсектоид. У него там 2 Манки Кинга, и я надеюсь, что эти Манки Кинги, они не будут... Они не будут под сердцем. Под сердцем инсектоида. Вот я себе инсектоида возьму на всякий случай. У меня пока куча дубликатов, нужно это использовать по максимуму. Плюс у меня почти 10 уровень. Поэтому инсектоидов мы берем для того, чтобы заспамить весь стол противника. Чтобы еще больше минуса давать.
Пока есть возможность. Если посмотреть на все ХП, то там прям плачевная ситуация, особенно когда против тебя есть один инсектоид, второй, который играет через дубликаты, и третий есть маг. Мага особо можно не бояться. Блин, Манки Кинг пришел. А так, блин, не успел чуть-чуть. Но я задумался на мгновение, какую реликвию мне стоит взять. Ну ладно, закидываем гнездо вот так вот. Пусть растет. Пусть растет гнездо. И поставим парочку дубликатов. Вот у меня был инсектоид, Никс. Теперь у меня инсектоид змейка. Кстати, попробую еще предмет это тролльнуть. Может мне еще, ну, придет... Ну, да. Бог не дурак. Ну, бог не дурак. Он понимает, что если закинуть мне сейчас 3 пары арканцов, то это будет не контрящаяся имба. Так, 1 из 9. А почему у меня минер 1 из 9? Не понял. А как у меня минер стал 1 из 9? Он просто стоял и решил вырасти? Или был раунд, и я просто в своих мыслях летал там, сосредоточился на каком-то там, на какой-то там идее. И я пропустил этот момент, когда у меня апнулось гнездо. Ну, точнее, был раунд какой-то. Не, ну сейчас, подожди, сейчас 20-й раунд был с мобами. Ой-ой-ой, Мах, а что такое? Ой, Мак, а что такое? Что, в Next, да? Или... Не, в Next, походу, не получится. Ну ладно, раз не получится, то... Или получится. Сколько тебе минус дам? Сколько я тебе минус дам? Минус 30. А такое мне нравится. Такое мы одобряем. Ну да, сейчас 25... Подожди, а чё у меня тогда гнездо Мамора апнулось? Каким это чудным образом? Опа. Такое мне нравится. Ну вот, чел играет через Манки Кингов. Хорошо, что у него нету сердца инсектоида, но у него есть дубликаты Манки Кинга. Плюс у него 2 антимага есть. Вроде бы как, для меня это на самом деле плохая ситуация. Потому что если, не дай боже, он найдет сердце инсектоида и закинет Манки Кинга, либо же в антимага, то все мои фигуры с маной будут плакать кровавыми слезами. У меня сейчас, по идее, все скиллы инкастовые, да? Да. Джаггернаут с неогонимчиком, хорошо. Хорошо, что у него Джаггернаут не с посохом 3-го тира. Я даже опасаюсь больше посоха 3-го тира и каких-то бусов 3-го тира на отхил. Так, один откис. Так, минус маг. Минус маг это хорошо. Это очень хорошо, то, что там минус маг. Так, минус бог орк, да? О, да. Берем уровень. Можно, знаете, что сделать сейчас? Выйти из инкама. Я, наверное, так и сделаю. И полностью сролиться. Нужно, не нужно так делать. В принципе, можно попробовать сердце инсектоида найти. Опа, одна легендарная. Опа, сюда. Так, апгрейд. Отлично. Все, у меня 2 цветки в 2 звезды. Замечательно. Жалко, конечно, что не в 3 звезды. Но и в 2 звезды тоже хорошо. Так, я сделаю пока что баф 4 инсектоидов. Я думаю, 4 инсектоида будет намного поприятнее выглядеть сейчас. Особенно, когда у меня цветки прыгают на личиках. Чисто присаживаются чуть-чуть. Ой, по-моему, кто-то еще откис. По-моему, это эльф. Минус 34. Боже, я им не завидую. Я им не завидую. Это еще, понимаете, когда я перекидывал только что... Точнее как, когда я делал перестановку... О, это будет самая быстрая игра, да? Это будет самая быстрая игра, которая только могла быть. Я, кстати, возьму кулончик, потому что я хочу делать обезоруж. Мне нужно делать обезоруж на Манки Кинга. Я сейчас, наверное, полностью сролюсь, так как я думаю, что это уже будет конечное сейчас. 20... Какой... Сейчас 24 раунд, ребят. 24 раунд, и нас осталось всего лишь 3, прикиньте. 24 раунд. Я поставлю уже 2 квапы. У меня будет обезоруж плюс 2 квапы, и квапы я не просто так ставлю. Сейчас объясню, почему я их так сделаю. Сейчас, секундочку. Секундочку, подождите. Не спешите, ребят. Не спешите, не галдите. Еще минерчик, отлично. Смотрите, что сейчас делает квапа. Бэм!
Вот это я люблю. Вот это вот мне нравится. Ой, еще и Бруда Мессы накинула. Помните, я там говорил, что Бруда, она бесполезная? Нет, ребята, Бруда очень полезная персонаж. Теперь, смотрите, в Манки Кинга, когда она накидывает свою сеточку, это очень хорошо. Это приятно. Это конечное. Это конечное. Давай. Минус 33. Минус 34, давай. Минус 37. Обалдеть. 24 раунда. 24 раунда, ребята. Вдумайтесь на мгновение. 24 раунда. Но меня благословляет то, что чел на Манки Кинге не нашел сердце инсектоида. Нашел бы он сердце инсектоида, мне было бы намного сложнее его выиграть, потому что он бы закинул Манки Кинга, либо же в антимага. Но я даже боюсь больше Манки Кинга, потому что он бы своей палкой бы бил мне так по лицу жестко, что мать бы родная не узнала меня. 24 раунда. Как это можно комментировать сейчас? Это полнейший абсурд. Полнейший. Но отдам должное. Ститгану довольно-таки жестко повезло с фигурами, но не повезло с предметами. Поэтому тут либо тебе везет с фигурами, либо тебе везет с предметами. Если везет одновременно и с тем, это слишком имбово. В данном случае, вот реально, мне жестко повезло. Мне пришли все нужные фигуры. У меня был замечательный старт, были халявные роллы. Я даже для убедительности, чтобы потом поставить легендарные дубликаты, поставил инсектоидов, чтобы, ну, не получать слишком много в табло. Но получилось так, что я давал слишком много в табло в ответ. И получилось... Короче, я не знаю, как это комментировать. 24 раунда. Единственное, что я хотел в конце сказать, это про Квапу. Квапа дает замешательство. То есть она использует свою способность, мало ли того, что наносит чистый урон, у нее огромная область действия, соответственно, она перед собой кидает вот эту вот тему, вот свой крик. Она орет, как на своих детей мама. Ну ладно, это опустим на этот момент. Вот. Она орет жестко, как истеричка, всех пугает, они все ловят обезруш, начинают прыгать туда-сюда. Соответственно, в это время что происходит? Вакханалия, потому что цветка начинает прыгать, тот начинает плодиться, тот кастовать свои способности и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, Квапа имба. Я еще хотел 2 минеров закинуть, но не успел. Было бы еще бы жестче. Там еще был бы чистый урон, который взрывается. Соответственно, против инсектоидов довольно-таки это будет неплохо работать. Все-таки пару мин, а было бы у меня еще пару сердец. Прикиньте, убрать всех инсектоидов, оставить 2 цветки и просто найти сердца инсектоидов. Вот эти вот арканцы, чтобы у меня были сердца инсектоидов. Короче, я куда-то полез уже в дебри. Там можно было бы такие цифры получить. Я в целом доволен результатом. Я никогда еще не играл ранговую катку за 24 раунда. Никогда. 24 раунда. Боже, ну все, мне тут нечего комментировать. Нечего мне здесь комментировать, ребят. Нечего. Поэтому, что думаете вы, вы напишите в комментариях. И я хочу напомнить вам, ребят, лайки и еще раз лайки. За такую каточку обязательно нужно тыкнуть лайк. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на мой YouTube канал, Telegram канал. Telegram канал закреплен в комментариях. Всем удачи!